В этом рейтинге представлены лучшие пылесосы в каждой категории. Для гладкого пола и мебели, для ковров, с выгрузкой мусора, моющие и многофункциональные гибриды. Всего 30 моделей в ценовом диапазоне от 13 до 140 тысяч рублей. Для ранжирования я использовал данные тестов и систему оценки Best Robot, включая рейтинг надежности, а для непротестированных пылесосов – данные обзоров и отзывы на маркетплейсах. Переходим непосредственно к подборке. Для начала рассмотрим самую популярную категорию – классические вертикалки с паркетным валиком. Маневренные, удобные, хорошо собирают мусор с ламината, линолеума и плитки. Dyrma T30W Combo. Стильный, но плохо сбалансированный пылесос. Центр тяжести смещен вверх, из-за чего управлять не очень удобно. Продольная колба с быстрой выгрузкой, люк пылесборника открывает боковой рычаг. Остроумное решение. Основная насадка с паркетным валиком и как бы лазерной подсветкой. Она показывает каждую пылинку на полу. Кстати, Dyrma — единственный производитель, который продумал очистку опорных роликов. Для каждого из них предусмотрели фиксатор. Насадка для мебели с укороченной щеткой. По мере ее вращения наматываемые волосы смещаются к краю щетки и улетают в раструб. Кнопка на моторном блоке переключает режимы. Обычный и максимальный, в котором моторчик показывает 22 метра в секунду при 16 килопаскаль по факту. Пылесос не самый мощный, но ламинат и ковролин чистит хорошо. Достаточно сделать по 3 прохода на каждом участке. Мохнатый ковер убирают только на поверхности. Dyrma T30W Combo подойдет для небольшой квартиры с гладким полом. На максималках батареи хватает на 13 минут. У Dreamy R10 Pro грамотная компоновка. Вертикальный пылесборник с быстрой выгрузкой, управление одной рукой, слайдер под большим пальцем, отличный баланс. Даже когда пылесосишь полчаса, рука не устает. В коробку положили насадки для разных покрытий. Насадка для ковра тяжелая, неповоротливая, зато с V-образной щеткой и подсветкой. Насадка для паркета с валиком, легкая и маневренная. Еще есть насадка для мебели с лепестковой щеткой. Хорошо выбивает пыль, посредственно собирает волосы. В наличии 3 режима по принципу больше-меньше. На максималках анимометра показывает 32 метра в секунду, а манометр 22,5 килопаскаль. Мощность у Dyrma R10 Pro средняя, но ламинат убирает идеально. С одного прохода, в том числе вдоль стен. Ковролин вычищает на глубину даже с паркетным валиком. Мохнатый ковер. Качественно, хотя и не безупречно. Батареи хватает на 10,5 минут в 3-м режиме, но с квартирой в 60 квадратов R10 Pro справится без проблем, даже при наличии ковров. Miko V15. Классический пылесос с вертикальной колбой, съемным аккумулятором и моторным блоком на разных сторонах рукояти. Эргономика хорошая, из руки не выскальзывает благодаря резиновой вставке. В коробке целая куча аксессуаров, включая насадку для штор и гофрошланг для уборки в машине. В основную насадку можно зарядить валик или щетку с чередованием жесткой и мягкой щетины. Пылесосить и протирать можно одновременно, поскольку в комплекте есть насадка с микрофиброй и бачком. Насадка для мебели с пучковой щетиной и ультрафиолетовой лампой. Хорошо собирает кошачью шерсть. Режимы переключаются с помощью сенсорного дисплея. 3-ступенчатая градация без автоматического режима. На максималках из пылесоса можно выжать 26 метров в секунду и 26 килопаскаль. Мощность средняя, но результаты уборки выдающиеся. Паркетный валик с одного прохода собирает мусор на гладком полу, а щетинистая щетка с одного прохода на ковролине. Даже вдоль стен ничего не остается. Miko V15 подойдет для средних помещений с любыми покрытиями, кроме мохнатых ковров. В 3-м режиме работает 11 минут. Dreamy H10 Flex. Пылесос с фирменной боковой выгрузкой мусора. А еще у него удобная рукоять в виде скобы и с управлением одной рукой. Кнопки находятся перед большим пальцем. С основной насадкой поставляется паркетный валик и щетка для ковра. Выбирайте в соответствии с напольным покрытием. Штанга тоже продуманная, с коленом, чтобы можно было пылесосить под тумбами. У Dreamy H10 Flex есть автоматический режим и дисплей, на который выводится уровень загрязненности пола. Только не спрашивайте, зачем это нужно. Рейтинг надежности Best Robot показывает, что H10 Flex не самый надежный пылесос в мире. Но 245 Вт не просто цифра в характеристиках. Мотор тянет как бешеный. Если для вас это главный критерий, определенно стоит обратить внимание на эту модель. Подойдет для домов с собаками и коврами.
Dreamy R20 сочетает изысканный дизайн, надежную сборку, правильную конструкцию с быстрой выгрузкой и управлением одной рукой. Еще и баланс отличный. Пылесосишь всю квартиру, а рука не устает. Основных насадок две. Маневренная с валиком для гладкого пола, громоздкая с щетинистой щеткой для ковра. Еще есть моторизованная насадка с лепестковой щеткой. Она неплохо выбивает пыль из дивана. Режима всего два. Максимальный, его можно вообще не использовать. И автоматический, в котором R20 сам добавляет обороты где нужно. Фактическая сила всасывания больше номинальной. Стрелка манометра прыгнула на 29 килопаскаль. При этом скорость воздушного потока достигает 38 метров в секунду. Разница с самым мощным пылесосом рейтинга всего 2%. Паркетный валик собирает мусор с двух проходов, независимо от покрытия, а щетинистая щетка впивается в ковры и вычищает их почти идеально. Dreamy R20 подойдет для больших домов с собаками и мягкими покрытиями. Даже на максималках батарея работает 13,5 минут. Также стоит обратить внимание на усовершенствованную версию данной модели, называется Dreamy R20 Aqua. На насадку с паркетным валиком добавили боковую, как бы лазерную подсветку, а еще в коробку положили дополнительную насадку с мопами и бачком. Можно собирать мусор и мыть полы одновременно. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Теперь рассмотрим 5 пылесосов, приспособленных для уборки ковров. У каждого из них мощный мотор и специальная щетка. Redmond 375. Пылесос с не самой удобной продольной колбой, которую даже снять нельзя. Зато предусмотрели целых два HEPA-фильтра, один из которых 13 класса. Аллергики ставят мощный лайк. Комплект поставки Redmond скромный. Помимо основной насадки есть только гофрошланг, щелевые и для деликатных поверхностей. Но главное, что есть отдельная щетка для ковра. Переключать режимы можно ведущей рукой. Кстати, среди прочих есть и автоматический режим, что максимально удобно. Redmond 375 – один из самых мощных пылесосов, бывавших в лаборатории. Анимометр раскрутился до рекордных 44 метров в секунду. Отсюда и выдающиеся результаты уборки. С одного прохода чистит ламинат и ковролин. С нескольких проходов мохнатый ковер. Причем в глубине соринок не остается. Весь мусор в пылесборнике. Время работы продолжительно. 13 минут на максималках, а потом еще 4 минуты в среднем режиме. Подойдет для большого дома. Redkey F10 – адская машинка с простой, но продуманной конструкцией. Вертикальный пылесборник, быстросъемная батарея и штанга с коленом. Кстати, это самый слабый элемент данной модели. Сгибать колено нужно аккуратно, чтобы не сломать. Из насадок в комплекте только щелевые и универсальная, но она продуманная, с волнорезами и подсветкой. Кнопки над моторным блоком повышают, снижают мощность, но есть и автоматический режим. Проще всего пылесосить именно в нем, потому что диапазон возможностей мотора достаточно широкий. На максималках Redkey F10 выдает 42 метра в секунду и 26 килопаскаль. Пока что это самый мощный пылесос из тех, которые прошли замеры анимометром и манометром. На ламинат и ковролин требуется по 2 прохода. Тяжелая насадка щетиной – не идеальный выбор для таких покрытий. Зато она качественно прочесывает средневорсовый ковер и достает даже засевший в глубине песок. На максимальной мощности батареи хватает только на 7 минут. Если в доме несколько ковров, сразу закладывайте в цену стоимость второго аккумулятора. Polaris PVCS 4070 Cyclonic Pro. Одна из самых многообещающих моделей 2024 года. За основу для разработки взяли мощнейший Polaris 4060, который был у нас на обзоре, и сделали ряд улучшений. Увеличили количество насадок, добавили сгибаемое колено и мобильное приложение, где можно посмотреть оставшееся время работы и получать пуш-уведомления о необходимости обслуживания. В остальном концепция та же. Моторный блок со скобовидной рукоятью, компактный и мобильный. У пистолетной рукояти баланс получше, зато в данном случае все кнопки под большим пальцем. Вертикальную колбу я тоже предпочитаю продольной, но люк быстрой выгрузки здесь тоже предусмотрели. В основной насадке лепестково-щетинистая щетка. Она подойдет для любых покрытий. Еще в комплекте моторизованная щетка для мебели. Раструб с разделителями не лучшее решение, но пыль вытягивает нормально. Насадка для влажной уборки тоже есть, но сильно полагаться на нее не стоит, только снять с пола пыль. Для удобства управления реализована трехступенчатая градация мощности и автоматический режим, который подойдет для дома со смешанными покрытиями. Хранить пылесос со всеми аксессуарами можно в напольной подставке.
Dreamy за 30 продуман до мелочей. Пылесборник продольный, но с быстрой выгрузкой. Рукоять отлично сбалансирована. Вторая рука может отдыхать. В наличии HEPA-фильтр 14 класса, как в операционной. Аллергики спят спокойно. 3 моторизованные насадки, включая мебельную, хранятся в напольной станции, чтобы штукатурка осталась целой. Кнопки переключения режимов расположили под большим пальцем. Пылесос автоматически добавляет мощность в загрязненных местах. Управлять удобно. Помимо прочих данных, на дисплее выводится даже количество собранных частиц с разбивкой по фракциям. Очень полезная вещь, если решили пригласить гостей. Но самое крутое – мощность. Пылесос еще не тестировали, но судя по мощности всасывания в 310 Вт, это настоящий зверь. Можно будет примагнитить не только убегающего кота, но и убегающую собаку. Не самый дешевый, зато бескомпромиссный вариант для квартиры с пушистыми жителями. Dyson Gen 5 Detect Absolute можно отличить от конкурентов по необычному цветастому дизайну. Правило «не больше 3 цветов» здесь не действует. Морская волна, фиолетовый, красный, черный, серый, желтый, синий, и все это волшебным образом сочетается и не кажется пестрым. Вторая крутая особенность – продольный пылесборник с бесконтактной выгрузкой. Специальное кольцо счищает пыль, налипшую на сетку. Насадка с паркетным валиком компактная, маневренная с боковой подсветкой, чтобы видеть на полу каждую пылинку. Есть и отдельная тяжелая насадка для ковра. Насадка с мини-щеткой всегда под рукой. Снимаем трубу и тут же обрабатываем запыленные жалюзи, либо салон автомобиля. Щетка в насадке для мебели укороченная, винтообразная. Волосы постепенно продвигаются к краю и улетают в раструб. Еще есть насадка с кисточкой для клавиатуры и классическая щелевая насадка. Управление максимально простое. Только кнопка запуска в торце и переключение режимов, коих здесь 3. Эко, максимальный и автоматический. Gen 5 Detect Absolute не только сам повышает мощность, но и считает собранные пылинки в режиме реального времени, чтобы вы знали, где стоит приложить дополнительные усилия. У пылесоса высокий рейтинг надежности и много положительных отзывов. Если не смущает ценник, можно смело добавлять в список покупок. Но самые удобные ручные пылесосы те, которые сами выгружают собранный мусор. Не нужно пачкать руки и вдыхать облака пыли. Просто раз в месяц заменить мешок. Tineco Pure One Station – пылесос для владельцев пушистых животных. Обратите внимание на эту массивную насадку с волнистой щетиной. Она подходит как для гладкого пола, так и для ковра. Ее главная особенность – фирменная система распутывания с длинными зубцами. Волосы на щетку не наматываются даже при наличии в доме линяющего питомца. Хотя лучше с ним все-таки заранее поработать с помощью специальной насадки для груминга. Гофрошланг тоже идет в комплекте. Насадка для мебели классического типа, с жесткой щетиной. Она качественно вычесывает шерсть диванов и подушек. В конце рабочего цикла станция вытягивает мусор из пылесборника, а пылесос прочищает воздуховод, чтобы ничего не выпадало на пол. Накопитель безмешковый. Не нужно тратиться на расходники. Достаточно промыть фильтры под краном. Для удобства управления предусмотрен автоматический режим. Нажали одну кнопку и можно убирать всю квартиру. LG A9T Ultra 2. Образец качественной сборки и материалов с продуманной конструкцией и кучей насадок. Тушка идеально сбалансирована и хорошо лежит в руке. На всякий случай сделали бесконтактную выгрузку мусора, хотя навряд ли эта система пригодится, учитывая станцию самоочистки. Выгрузка мусора стандартная, в мешок. Его можно быстро заменить и продолжать радоваться жизни. Большую часть насадок можно хранить под лицевой панелью станции, чтобы на них не садилась пыль. Исключение составляет насадка для ковра и громоздкая насадка для влажной уборки с мопами. Зато она полноценно моет полы, а не просто протирает салфеткой. A9T Ultra 2 – редкая вертикалка с телескопической трубой. В зависимости от настройки, рукоять может находиться на высоте от 90 до 112 см от пола. Не забыл производитель и об эргономике управления. Кнопки ложатся под большой палец, а вторая рука свободна. Пылесос подойдет для комплексной уборки в больших домах, ведь в комплекте идет второй аккумулятор. Не будь у Dreamy за 10 станций самоочистки, его можно было бы критиковать за пылесборник, который нужно постоянно разбирать для выгрузки мусора. Но в данном случае это не актуально. Просто ставим тушку в разъем на станции, нажимаем кнопку и забываем обо всех неудобствах. Среди других моделей производителя за 10 выделяется качеством пластика. Рукоять не хочется выпускать из ладони. Даже после того, как аккумулятор разрядится, вы продолжите таскать пылесос по дому. Не удивляйтесь, это нормально. В комплекте имеются
отдельно насадки для гладкого пола с паркетным валиком и для ковра с V-образной щеткой. Дополнительно в коробку положили моторизованную насадку для мебели, чтобы можно было привести в порядок диван. Переключать режимы нужно свободной рукой, причем делать это придется часто, поскольку автоматического режима не завезли. Показатели мощности внушительные. Скорость воздуха 32 метра в секунду при разряжении в 26 килопаскаль. Но нужно сделать скидку на небольшой диаметр патрубка, так что по итогу мощность средняя. Z10 Station эффективно вычищает ламинат и ковролин. Даже мохнатый ковер выглядит чистым. Но батареи хватает только на 10 минут. В больших домах может потребоваться дополнительный аккумулятор. Если вы всегда мечтали о пылесосе Dyson, но никак не могли его купить, обратите внимание на Dyrma T50W. Рельефная тушка с рычагом для бесконтактной выгрузки. Кольцо в пылесборнике счищает налипшую пыль. Насадка для мебели с короткой щеткой, чтобы не наматывалась шерсть. И отдельная насадка для груминга. Кот в восторге. Ну, почти. Боковая лазерная подсветка на насадке с паркетным валиком. Ну и, конечно, фирменная система очистки опорных роликов. Про ковровую насадку производитель тоже не забыл. Она тяжелая и мощная. Управлять нужно кнопками в торце моторного отсека. Есть 3 градации мощности, без автоматической регулировки. При скорости потока в 26 метров в секунду сила всасывания составляет 23 килопаскаль. Не самые высокие показатели, особенно учитывая небольшой диаметр патрубка. За пару проходов T50W собирает адский мусор на ламинате и ковролине. На ковре тоже результат хороший, но в глубине мелочевка остается. К выгрузке мусора претензий нет. Пылесборник совершенно чистый. Батареи хватает на 14 минут в максимальном режиме. Пылесос можно брать в большие дома. Dreamy Z40 Station. Вариант для тех, кто хочет получить лучший пылесос в каждом аспекте. Тушка с безупречным балансом и управлением одной рукой. Вторая рука пусть двигает стулья и поднимает шторы. Фильтрация топовая, с микроциклонами и HEPA-фильтром 14 класса. С этим пылесосом вы забудете, как выглядит пыль. Тем более, что она сразу же улетает в мешок док-станции. Основная насадка универсальна. Мягкая щетина желтого цвета собирает пыль и песок с гладкого пола. Жесткая синяя щетина чистит ковры. Боковая подсветка показывает каждую соринку на полу. Мимо нее не пройдете. Насадка для мебели нового, неудачного типа, с ламелями. Есть еще насадка для груминга с гофрошлангом и полноразмерная насадка для влажной уборки. Она брызгает на пол из фронтального распылителя, а затем вытирает загрязнения мопами. Удобнее всего управлять в автоматическом режиме. Z40 сам повысит обороты где нужно, еще и подсчитает собранные соринки. Мощность всасывания высочайшая, заявлено 310 Вт. Даже если ваш огромный дом утопает в коврах, для Dreamy Z40 Station это не проблема. В комплекте дополнительный аккумулятор. Едва ли не единственный недостаток – ценник до 90 тысяч. Но не забывайте, что можете получить робота или вертикалку совершенно бесплатно. Раз в месяц мы проводим розыгрыш среди подписчиков телеграм-канала. Нужно просто нажать кнопку «Участвовать» в закрепленном посте. Подборки и детальное сравнение, распродажи и жирные промокоды, результаты тестов и обновления рейтингов. Все это вы найдете в телеграм-канале Best Robot. Ссылка в описании под роликом. Пылесос с насадкой для влажной уборки – это хорошо, но полноценно помыть полы в доме сможет только моющий пылесос. Он собирает песок и волосы, отмывает пятна и тут же засасывает грязную воду в отдельный бак. Компоновка от Well F16 Ultimate классическая. В торце корпуса дисплей, сзади бачок для чистой воды, пылесборник внизу перед лапой. Валик выходит к краю раструба, чтобы мыть вдоль стены. Форсунка хоть и одна, но жидкость распределяется по валику с помощью канавок, установленных в крыле. Вода в раструб поступает после нажатия на клавишу под рукоятью. Между сухой и влажной уборкой можно переключаться на лету. Несмотря на скромные 6000 паскаль, мощность у Atwell адекватная. Щелевой стенд вычищает полностью, собирает любые соринки на ламинате и ковролине. Жидкости собирают быстро, водные пятна устраняет за пару проходов, а вот с присохшей грязью придется повозиться. Но батареи хватит минут на 45, можно не спешить. После уборки F16 Ultimate промывает валик на станции и сушит прохладным воздухом. Redkey W13 выглядит дорого-богато, а стоит порядка 20 тысяч на распродажах. Моторный блок с дисплеем и подсветкой сразу же поднимает ваш социальный статус на 15%, а бачок для воды разместили в лапе, чтобы снизить нагрузку на руку. Валик смачивается равномерно через 8 форсунок. Это помогает во время самоочистки. В
контейнере сделали сетчатый черпак. Можно будет достать мусор со дна и выбросить в корзину. Управление удобно. Есть автоматический режим и отдельный режим сухой уборки. В нем Redkey нормально справляется с ламинатом. С коврами можно рассчитывать только на поверхностную уборку. Redkey W13 легко убирает пятна сока и кофе, но начинает оставлять разводы, из-за чего приходится запускать промежуточную самоочистку. То же самое касается грязи. С кетчупом результат стандартный. На максималках батареи хватает на 26 минут. Пылесос подойдет для небольшой квартиры. После промывания на станции Redkey сушит валик на теплой пластине. Сушка эффективная. У Ремиса Q-Self Plus большая лапа с двумя валиками. Каждая из них вращается и равномерно смачивается. Каждый выходит к краю корпуса, поэтому эффективность уборки возрастает вдвое. Бачок с функцией электролиза. Дети могут смело ползти по своим делам. Бактерий нет. Пылесборник с отдельной камерой для сбора мусора, а значит в канализацию будет попадать только жидкость. Несмотря на громоздкость и повышенный вес в 5,5 кг, управлять легко, потому что валики создают эффект парения над полом. Для сухой уборки Q-Self Plus не предназначен, поскольку у него нет режима без подачи воды. При этом даже в автоматическом режиме он хорошо собирает мусор с гладкого пола. Мощность всасывания высокая. Во время влажной уборки Remis Q-Self Plus сразу же затягивает разлитые жидкости. За 2 прохода смывает кофейные пятна, за 13 проходов оттирает прилипший кетчуп. Батареи хватает на 30 минут. Можно помыть полы в большой квартире. Станция промывает и сушит оба валика одновременно. Кроме этого, можно избавиться от намотавшихся волос с помощью механического разрезателя. Roborock Flexi Pro – самый технологичный моющий пылесос производителя. Колеса в основании адаптивные. Пользователь дает импульс движения, и Flexi Pro сам едет в нужную сторону. Пылесборник сконструирован так, что пылесос можно положить на пол и помыть под кроватью. Кроме того, в нем есть решетчатая полка, на которой накапливается собранный мусор. Его можно выбросить в корзину. Режима сухой уборки нет, но можно просто не заливать воду в бачок. А еще проще зайти в мобильное приложение, где можно настроить продолжительность просушки, силу всасывания, интенсивность смачивания и даже скорость вращения валика. Подсветка у этой модели тоже есть. Она автоматически срабатывает в плохо освещенных зонах. На тестах Flexi Pro пока что не был, но, судя по обзорам, убирает неплохо. После уборки полощет валик в теплой воде и быстро сушит при температуре 55 градусов. Однако не следует списывать со счетов предшественника серии Flexi – пылесос с 3 валиками Roborock Diet Pro. Конечно, это не лучший выбор для сухой уборки, потому что между валиками забивается мусор. Зато моет он хорошо. Особенно если добавлять моющее средство в специальный дозатор. Dreamy H13 Pro. Протестированный флагман прошлого года. Он объединяет в себе большинство современных решений, повышающих эргономику. Моторизованные колеса сами ведут пылесос по полу, нужно только задавать направление. Подсветка показывает каждую соринку. В автоматическом режиме пылесос самостоятельно меняет смачивание и силу всасывания. Не забыл производитель и об обслуживании. Сетка в пылесборнике собирает крупный мусор, чтобы он не попадал в канализацию. Дезинфекция тоже имеется. Дети могут спокойно кувыркаться на полу. Мощность высокая. В режиме сухой уборки H13 Pro показывает высокую эффективность. Даже мохнатый ковер вычищает, по крайней мере на поверхности. Жидкости затягивает молниеносно. Разводов и полос не оставляет, потому что валик смачивается из 12 сопел и успевает промывать себя во время уборки. Пятна и грязь H13 Pro отмывает на уровне выше среднего. Батареи хватает на полчаса в максимальном режиме. Даже большой дом не станет для пылесоса проблемой. Промывание валика осуществляется в 60-градусной воде. Эффективность самоочистки средняя. Искать компромиссы между сухой и влажной уборкой не обязательно, ведь можно взять модель Transformer, которая легким движением руки превращается в моющий пылесос или палку для сухой уборки. Dreamy HW11 Pro. Простой, но хорошо сконструированный пылесос. Переборка в пылесборнике не пускает жидкость в мотор. Можно спокойно пылесосить под кроватью. Решетка отделяет крупный мусор от грязной воды, чтобы не засорять канализацию. Лапа большая, со встроенным бачком. Центр тяжести внизу, и это облегчает управление. По умолчанию вода подается в раструб, но в сильно загрязненных местах можно дополнительно брызгать из фронтального распылителя. Управлять легко. Есть автоматический режим, в котором пылесос добавляет мощность где нужно. Моторный блок съемный, с собственным небольшим пылесборником. К нему можно подключить мебельную насадку и привести в порядок кошачий диван. В зависимости от сборки и режима, Dreamy работает от 20 до 70 минут. Времени хватит на большую квартиру.
Мощность неплохая. Воздушный поток разгоняется до 29 метров в секунду при разряжении 18 килопаскаль. Гладкий пол и ковролин убирает нормально, не считая пристенной зоны. Jimmy HW11 Pro собирает любые жидкости с одного прохода. Присохшие пятна можно заливать водой и быстро ликвидировать. В этом плане одна из лучших моделей на рынке. За счет большого объема жидкости валик успевает промыть себя в процессе уборки. Сушка быстрая и качественная, претензий нет. Как альтернативу этой модели можно рассмотреть Jimmy PW11 Pro Max. Он мощнее, с двумя валиками в лапе и с дополнительной насадкой для ковров. Стоит ли переплачивать за такие возможности, решайте самостоятельно. Ну, либо можете спросить мнение пользователей в чате телеграм-канала Best Robot. Кстати, там же вы можете получить консультацию относительно выбора робота или пылесоса. Не забывайте подписаться на канал и вступить в сообщество. Redkey W12 Pro – самый необычный трансформер. В отличие от конкурентов, он превращается не в палку для сухой уборки, а в пылесос для мойки окна. Для этого в комплекте гофрошланг, насадка со скребком и форсункой, а также напольная подставка с колесами. Но если использовать насадку щеткой, можно помыть ковры и даже мебель. Если говорить о моющем пылесосе, тут все консервативно. Простая колба, единственный валик с высоким крылом, сухая или влажная уборка. Из особенностей можно выделить разве что торцевую щетку, которая помогает выметать соринки от плинтуса. Батареи хватает на 35 минут. Можно мыть квартиру, никуда не торопясь. Мощность, как для моющего пылесоса, адекватная, до 8 мм на щелевом стенде. В ходе тестов W12 Pro отлично показал себя с пятнами и грязью. Несмотря на простую конструкцию лапы, моет эффективно. Самоочистка реализована выше среднего. Станция промывает валик даже после сложных тестов. Главный минус данной модели – нет сушки. Рабочий инструмент нужно вынимать из рабочего блока после каждого цикла уборки. Самое интересное в Roborock Diet Pro Combo – конструкция лапы. В ней помещается сразу 3 валика. 2 коротких, которые выходят вплотную к стене, и 1 длинный. Сверху размещается отдельный небольшой бачок для моющего средства, который автоматически подмешивается в воду во время уборки и очистки валика. Кнопки управления размещаются на рукоятке, но при желании можно зайти в приложение, выбрать режим самоочистки, настроить продолжительность сушки, интенсивность смачивания, силу всасывания и другие параметры. Моторный блок можно снять, добавить пылесборник, трубу, насадку с универсальной щеткой и собрать отдельный пылесос для сухой уборки любых покрытий. Заявленная сила всасывания 17 килопаскаль. Рассчитывать на глубокую очистку ковра не приходится, но поверхность почистит качественно. Для мебели предусмотрена отдельная моторизованная насадка. Пылесос идеально справляется с регулярной уборкой, собирает пыль, отмывает водные пятна, отпечатки лап собаки, а потом стирает и сушит валики на станции. Dreamy H14 Dual. Флагман 24 года с массой полезных инноваций. Колеса-самоходы облегчают работу на больших площадях. Пылесос едет сам, вам нужно просто задавать направление движения. Валик симметричный с узкими фиксаторами. Можно мыть вдоль стены любой стороной. Смачивание равномерно, а во время уборки из отдельного бачка в воду подмешивается моющее средство. Параметры самоочистки, дозирование моющего средства и даже уровень самоходности колес можно отрегулировать в приложении. Дезинфектор тоже есть. H14 Dual использует только кристально чистую жидкость, свободную от бактерий. У пылесоса высокая мобильность, хорошие углы поворота и возможность влажной уборки в горизонтальном положении. В коробку положили насадку для пола с универсальной щеткой. Соберет пыль и волосы с ламината. Вычешет поверхность ковра. Из глубины достанет навряд ли, поскольку заявленная сила всасывания только 18 килопаскаль. Еще есть старая добрая насадка для мебели с щетинистой щеткой. Она основательно вычесывает шерсть с мебели, достает из-под обивки пылевых клещей. В конце трудового дня пылесос стирает валик теплой водой и сушит теплым воздухом. Спасибо, что досмотрели до конца и поставили лайк под роликом. Не забывайте, что лучшие цены, актуальные рейтинги, а также данные о надежности вертикальных пылесосов сможете найти в телеграм-канале Best Robot. На этом у меня все. Пока-пока и до новых обзоров!